При слове «Беларусь» вы наверняка сразу вспоминаете картошку, драники и... ну, пожалуй, все. Но что если я скажу, что этот стереотип скрывает одну из самых безумных и контрастных стран Европы? Беларусь — это страна, столица которой построена на костях, а туманы накрывают эту столицу чаще, чем знаменитый Лондон. Там можно дойти от Марса до Юпитера пешком за 10 минут, не надевая скафандр. И всю страну держит в тонусе обычные речные бобры. Забудьте все, что вы знали о бульбе. Сегодня мы заглянем вглубь этой земли и разберем самые дикие, мистические и захватывающие факты о Беларуси, в которые сложно поверить. Устраивайтесь поудобней. Мы начинаем с крутых бобров. Эти зубастые строители обожают соревноваться в скорости с местными дорожными службами. Для них обычное дело за ночь филигранно завалить огромный ствол точнёхонько поперек оживленной трассы или линии электропередач. Утром ремонтники все расчищают, бобры смотрят на это, обижаются и следующей ночью приносят 2 новых бревна. Ладно дороги, но они умудрились устроить настоящий дипломатический кризис на ровном месте. На границе с Польшей и Литвой эти пушистые гидростроители возвели настолько гигантские плотины, что реки вышли из берегов. Вода наглухо затопила новейшие европейские тепловизоры, системы слежения, заборы и вспаханную пограничную полосу. В 2024 году пограничники были просто в панике. Сигнализация орёт, камеры под водой. А на кого оформлять протокол за порчу госимущества и незаконный переход границы, бог его знает. Причем страх у этих ребят, кажется, отсутствует вовсе. Они не реагируют ни на крики людей, ни на злых собак. Был случай, когда наглый грызун посреди ночи завалился во двор к сельским жителям, заблокировал крыльцо и сидел там, угрожающе щелкая зубами, не выпуская хозяев на улицу. Людям пришлось реально вызывать МЧС, чтобы спасатели помогли выселить назойливого пушистого гостя. В общем, спорить с белорусским бобром абсолютно бесполезно. Остается только понять, простить и объезжать по обочине. Впрочем, обочина – это еще цветочки. Настоящий квест для водителей начинается, когда на трассу выходят ребята помельче. Каждую весну на Полесье начинается массовое переселение амфибий, из-за чего дороги буквально устилает живой ковер. Чтобы спасти прыгучих путешественников, экологи оборудовали для них специальные подземные переходы под трассами и установили уникальные дорожные знаки. Осторожно, лягушки. Вообще, Полесье – это место, где природа и человек заключили особый союз. Пока лягушки прыгают по своим делам, люди демонстрируют настоящие чудеса адаптации. Жители Полесья веками строили быт посреди глухих топий. Благодаря этому у коренного населения сформировался уникальный природный иммунитет к простудам и специфическим болотным лихорадкам. Ведь местные болота – это не бесполезная топь, а настоящие климатические щиты планеты. Одно только болото Ельня удерживает огромные запасы углерода и играет заметную роль в регулировании климата, работая как гигантский природный фильтр. Но белорусские болота – это не только гигантский экологический фильтр, это еще и место, где физика до сих пор спорит с мистикой. Например, на Полесье до сих пор сильна вера в лесных духов и русалок. Когда на лугах находят идеально примятую по кругу траву, местные старожилы сразу говорят, что это следы ночных русалочьих хороводов, хотя суровые ученые во всем винят обычные ветряные вихри. В общем, пока физики спорят с лириками, местная природа продолжает жить по своим правилам. Но если против русалок у ученых еще есть аргументы, то против следующей статистики бессильна любая наука. Белорусы официально признаны главными ценителями картошки на планете. Среднестатистический житель съедает около 180 килограмм этого корнеплода в год. Только представьте, это почти по полкилограмма каждый божий день. Местные шеф-повара способны приготовить из картофеля более 300 самых разных блюд. Помимо классических блинчиков и знаменитой бабки, из нее умудряются делать даже десерты. Конечно, главным кулинарным символом страны являются драники, рецепт которых разошелся по всему миру.
Но вот сюрприз. Изначально драники появились под влиянием немецкой кухни, а рецепт в местной кулинарной книге впервые напечатали только в 1830 году. И, кстати, если картошку начинить сочным мясом, она превращается в новое блюдо – колдуны. А еще здесь обожают мочанку – густой мясной соус к блинам, и клёцки с душами. Это картофельные шарики с мясной начинкой, но со своим уникальным вкусом. В Беларуси официально разрешено производство традиционного самогона в некоторых этнографических комплексах и национальных парках. То есть свободное самогоноварение запрещено, но в некоторых туристических местах разрешено производить традиционные крепкие напитки по старинным рецептам. Туристы, кстати, хорошо отзываются о бульбином алкоголе, отмечая мягкость, натуральный состав и отсутствие сильного похмельного синдрома. Картофельная любовь здесь настолько сильна, что на улицах городов можно встретить самые настоящие бульбоматы – торговые автоматы, где вместо привычных шоколадок или чипсов продается картофель фри. Довольно-таки удобно. Проголодался, закинул монету в автомат и через 4 минуты наслаждаешься картошечкой, идя дальше по своим делам. Например, в музее картошки, который находится на территории Института картофелеводства. Там выводят самые безумные сорта. К примеру, картофель с фиолетовой и розовой мякотью, который не теряет цвет при варке. Местные ученые могут часами рассказывать о картошке, которая даже имеет свои памятники. Впрочем, не картошкой единой. В городе Шклов, который называют огуречной столицей, установили забавный бронзовый памятник огурцу. Туристы и местные верят, если хорошенько потереть его карман с деньгами, то финансовый успех обеспечен. А вот по весне начинается настоящий лесной квест – массовый сбор березового сока. Государство разрешает людям собирать его для себя абсолютно бесплатно, но с одним условием. Нужно заранее узнать в местном лесхозе, на каких именно участках это можно делать. Так что в ближайшем городском парке сверлить березы не стоит, а то прилетит штраф. Ну а пока сознательные граждане берут разрешение, заводы закатывают этот напиток миллионами литров, делая крутые миксы с лимоном, шиповником и свежей мятой. Если пробовали такие миксы, делитесь в комментариях, как вам на вкус и утоляет ли такой напиток жажду. А мы продолжаем и переходим от кулинарных шедевров к вещам планетарного масштаба. Ведь Беларусь умеет удивлять не только блюдами из картошки, но и промышленными рекордами, а также экстремальными развлечениями. Здесь производят самые колоссальные самосвалы на планете – БелАЗ. Только вдумайтесь, колесо такого грузовика в 2 раза превышает рост взрослого среднестатистического человека, а общий вес гиганта сопоставим с 3 синими китами. А современные белорусские гиганты работают вообще без водителей. В карьеры запускают огромные беспилотные самосвалы, управляемые искусственным интеллектом и роботами-диспетчерами из уютного офиса за сотни километров от самой шахты. Выглядит это как фантастический фильм про восстание машин, только на благо горнодобывающей промышленности. Но впечатляют не только БелАЗы. В стране создают уникальные вездеходы на огромных колесах сверхнизкого давления. Эти машины умеют не просто ехать по жидкой грязи и ломать лед, но и буквально плавать по воде, выбираясь на сушу под любым углом. Эти монстры с легкостью переезжают поваленные бобрами вековые деревья или штурмуют топи болот. Правда, у местного населения такие монстры спросом особо не пользуются. Техника эта специфическая и дорогая, поэтому почти полностью уходит на экспорт. Ее главные покупатели – зарубежные спасатели, геологи, научные экспедиции и компании, работающие в непроходимой тундре или на опасных северных болотах. А вот обычным жителям белорусской глубинки со стихией приходится справляться по старинке, своими силами. Например, в некоторых старых деревнях на берегах Припяти, которая весной разливается на десятки километров, превращая регион в настоящую белорусскую Венецию, здесь старожилы до сих пор строят бани и сараи на специальных плавучих деревянных платформах или бочках. Когда приходит большая вода, постройки просто поднимаются вверх вместе с уровнем реки, пока сами хозяева плавают между домами на плоскодонных лодках-чайках.
А еще на берегах Припяти во время весеннего половодья огромные вековые дубравы уходят под воду на глубину до 2-3 метров. Деревья стоят в воде по нескольку недель, создавая абсолютно нереальный кинематографичный пейзаж. Плывешь на лодке между вершинами огромных дубов, а под тобой в прозрачной воде видна их затопленная корневая система. Но вода уходит, весну сменяет зной, и Полесье обнажает другие тайны. В самые глухие и жаркие летние ночи на низинных болотах Полесья можно наблюдать жуткое, но завораживающее зрелище – свечение почвы. Это светятся не только гнилушки, но и особые колонии болотных микроорганизмов и личинок. Издалека кажется, будто под ногами прямо в трясине отражается звездное небо. Эти неоновые огни кажутся декорациями к фильму об инопланетных мирах. Но если на юге страны космос чудится лишь визуально, то на севере, под Логойском, остался вполне реальный след от столкновения с Вселенной. Мало кто знает, но прямо под землей здесь спрятан гигантский метеоритный кратер диаметром около 15 километров. Около 40 миллионов лет назад туда приземлился огромный метеорит. Сегодня, визуально, на поверхности кратер почти не виден из-за лесов и холмов. Но геодезисты и ученые со всего мира до сих пор фиксируют там небольшие магнитные и гравитационные аномалии. Но Беларусь хранит память не только о катастрофах из глубин космоса. Есть здесь место, которое помнит времена гораздо более близкие к нам, но все равно невероятно древние по человеческим меркам. Болото Мох – одно из старейших природных уголков страны. Его история началась около 10 тысяч лет назад, сразу после отступления последних ледников. Пока менялись цивилизации, возникали и исчезали государства, здесь продолжал медленно расти слой за слоем древний торф, сохраняя летопись природы на протяжении тысячелетий. Благодаря тому, что эти дикие территории почти не изменились со времен ледникового периода, международные ученые, включая специалистов, работающих с данными НАСА, используют белорусские болота как эталонные природные полигоны для проверки космической оптики и спутников. Проще говоря, чтобы настроить сверхточную космическую оптику, ученые сверяют ее цвета с эталонной грязью и мхом белорусского Полесья. Однако древности Беларуси скрываются не только в болотах и подземных кратерах. Страна веками находилась на пересечении важных торговых путей между Востоком и Западом. В XIX-XX веках на этой территории ежегодно раскапывали по 5-6 крупных кладов, ведь во времена неурядиц люди часто прятали свои богатства. Поэтому в земле до сих пор находят римские монеты, арабские дирхемы и средневековое золото, а эксперты уверены, что большая часть сокровищ все еще ждет своего часа. Впрочем, белорусская земля хранит под собой не только драгоценные металлы, но и память о веках человеческих жизней. Ведь сама столица в буквальном смысле построена на многовековой истории. В 20 веке границы Минска сильно расширили, включив в черту города несколько десятков старинных кладбищ. Из-за этого и трагических событий Великой Отечественной, когда здесь находились места массовых казней и гетто, сегодня почти в любой части центра города, под землей, скрыто суровое эхо прошлого. Даже на берегу реки Свислочь, прямо в центре, до сих пор сохранился фундамент церкви, которую заложили в 1060-х годах. Но сколько бы шрамов ни оставалось в его земле, этот город всегда доказывал – его невозможно уничтожить. Минск, словно мифический феникс, раз за разом восставал из пепла. Всего за свою историю он был стерт до основания 8 раз. Официально его основали еще в 1067 году. Когда на Боровицком холме вовсю гуляли дикие медведи, здесь уже строили каменные православные храмы. Сейчас этот город называют Туманным, ведь его окутывают густые туманы около 67 раз в год, в то время как хваленый Лондон видит всего 45 таких дней. А пик этой мистической красоты наступает в ноябре.
Но туманы не единственное, чем Минск способен потягаться с крупнейшими столицами. Именно здесь находится одна из самых длинных улиц в Европе – проспект Независимости. Его протяженность составляет внушительные 15 километров. Только вдумайтесь, это почти в 8 раз длиннее, чем знаменитые Елисейские поля в Париже. Чтобы просто пройти этот проспект пешком от начала до конца, вам придется непрерывно шагать около 3 часов. И если вы решитесь на эту прогулку, то, шагая по проспекту, сможете заглянуть в самый футуристичный ориентир города – Национальную библиотеку. Сама она была основана еще в 1922 году, но сегодня располагается в футуристичном здании Алмазия, которое выступает настоящим маяком знаний. В его стенах хранится более 8 миллионов книг и медиаресурсов, а каждый день сюда приходит больше 2200 читателей. Но если в залах библиотеки хранится печатная история страны, то ее живые, настоящие символы обитают на воле. Один из главных – белый аист, признанное крылатое знамение этих земель. Среди местных жителей до сих пор жива красивая вера. Если эта птица совьет гнездо на крыше твоего дома, то семью ждет огромное счастье и здоровые дети. Ну а в глубине вековых лесов, особенно в знаменитой Беловежской пуще, правит другой символ – могучий зубр. Этот лесной великан олицетворяет первозданную мощь, силу и древнюю историю края. Зубры – настоящие ровесники мамонтов и самые тяжелые сухопутные млекопитающие в Европе. Но несмотря на свой грозный вид, они способны на удивительное дружелюбие. В 18 году в польской части Беловежской пущи произошла невероятная история, которая покорила биологов. Из местной фермы прямо перед отправкой на убой сбежала обычная домашняя корова. Назад к людям она возвращаться не захотела, а вместо этого прибилась к стаду диких зубров. Дикие великаны на удивление тепло приняли рыжую беглянку. Корова кочевала вместе со стадом несколько месяцев, спала на снегу и перенимала привычки лесных великанов. Самое удивительное, что мощные зубры окружили домашнюю гостью заботой и защищали ее от хищников, наотрез отказываясь подпускать к ней экологов и бывшего хозяина. Вот так жажда свободы превратила обычную корову в полноправного члена дикого и гордого стада. И прятаться там действительно есть где. Беловежская пуща – это самый крупный остаток первобытного реликтового леса в Европе. О нем писал еще античный историк Геродот. Этот первозданный мир оберегает уже почти 600 лет. Еще в конце XIV века князь Егайло официально запретил здесь охоту. Сегодня в пуще растет около 2000 вековых деревьев-гигантов. Но если вам захочется увидеть настоящего патриарха этих мест, придется заглянуть в Малорицкий район. Там растет уникальный дуб, возраст которого перевалил за 800 лет. Чтобы просто обнять его исполинский ствол, понадобится целая компания друзей. Уникальные деревья можно встретить и южнее, в Припятском национальном парке. Здесь раскинулись единственные в своем роде низинные дубравы, сохранившиеся в первозданном виде со времен ледникового периода. В этих густых чащах спрятано более 30 чистейших озер. Но главное сокровище региона – это болото. Местные торфяники, среди которых выделяются гиганты звонец, дикая и ельня, признаны крупнейшими в Европе. И их называют легкими континента абсолютно заслуженно. Эти топи вырабатывают кислорода и поглощают углекислого газа в разы больше, чем знаменитые тропические леса Амазонки. Например, одна только ельня очищает планетарный воздух с эффективностью колоссального соснового бора. Правда, у такой мощной экосистемы есть свои экстремальные особенности. Весной на Полесье из-за разливов рек начинается период, который местные называют комариным временем. Тучи насекомых над топями становятся настолько плотными, что издалека напоминают черные столбы дыма от пожара. Кинематографисты в шоке, а вот местные жители к этому абсолютно равнодушны. Сказывается многовековой болотный иммунитет. Да и местная фауна умеет адаптироваться со вкусом.
Например, болотная птица-выпь. Весной она издает жуткий глухой гул, похожий на рев быка, который разносится на километры. Но шедевр – это ее маскировка. При опасности выпь вытягивается струной, изображая камыш, и качается в такт ветру. Самое забавное, что если ветра нет, а вы стоите прямо перед ней, птица все равно будет упорно и невозмутимо раскачиваться, всем своим видом говоря: «Я камыш, отстань». Глядя на эти бескрайние леса и топи, понимаешь, почему эта страна идеальных горизонтов. Здесь вы не найдете ни одного горнолыжного курорта на настоящей скале. Самая высокая точка, гора Дзержинская, возвышается всего на 345 метров, что делает ее скорее живописным пологим холмом, с которого открывается вид на всю эту невероятную зеленую равнину. Вообще, к своим болотам здесь относятся с особым трепетом и даже играют там в футбол. Каждый год на торфяниках Ельни устраивают безумные чемпионаты по болотному футболу. Спортсмены по колено в грязи штурмуют ворота соперника, а преданные болельщики смотрят матчи исключительно в дождевиках. Грязные брызги летят на десятки метров. Но у этих мест есть и обратная, куда более жуткая сторона. Местные торфяники способны незаметно тлеть глубоко под землей месяцами. В такие моменты густой дым просачивается прямо сквозь зеленую траву. На рассвете это создает потрясающий, но зловещий эффект дорогого хоррор-фильма, где земля буквально дышит дымом. К слову о мистике. На берегу живописного озера Яново находится свой локальный Стоунхендж. Это древнее языческое капище, выложенное из огромных валунов. Камни образуют четкую букву «П» и указывают точно на точку захода солнца в дни равноденствий. Совсем недалеко отсюда расположилась деревня с самым коротким и забавным названием – Шо. Но примечательна она не только этим. Белорусские геодезисты рассчитали, что именно здесь, на берегу озера Шо, находится точный географический центр всей Европы. И хотя на этот титул претендуют еще несколько стран, памятный знак стоит именно здесь. Но самые невероятные тайны скрываются еще глубже. Прямо под городом Солигорском, на дистанции сотен метров под землей, раскинулось тайное море. Точнее, колоссальные залежи розовой и белой соли, остатки древнего Девонского моря, которое плескало здесь аж 350 миллионов лет назад. В этих работающих шахтах на глубине 420 метров создана уникальная подземная больница. Пациенты со всей Европы спускаются сюда в защитных касках, чтобы спать на кроватях и лечить астму чистейшим соленым воздухом. Под светом фонарей соляные стены светятся мягким розово-красным оттенком, из-за чего коридоры шахт выглядят точь-в-точь как декорации к фильму о колонизации Марса. Выбираясь из марсианских глубин на поверхность, можно внезапно поймать жесткий визуальный диссонанс, например, на знаменитых меловых карьерах. Из-за огромной глубины и остатков мела вода в этих технологических водоемах приобрела пронзительный, ярко-бирюзовый цвет. С высоты птичьего полета эти белорусские Мальдивы выглядят как экзотический тропический курорт, который по ошибке забросило в окружение сурового хвойного леса. Ну а если тропиков вам мало, можно отправиться прямиком в Париж. Именно так называется деревня в Витебской области. Чтобы оправдать громкое имя, местный священник проявил суровую белорусскую смекалку и установил здесь 30-метровую копию Эйфелевой башни, увенчанную крестом. Теперь туристы со всего мира делают здесь эстетичные фото в стиле «Люкс Франц», с французской башней на фоне традиционных деревянных хат и лениво пасущихся гусей. Если французский Париж среди пасущихся гусей вас не удивил, то как насчет того, чтобы прогуляться до Марса? Причем пешком, без скафандра и всего за 10 минут.
В Дзержинском районе есть две реальные деревни, которые называются Марс и Юпитер. Сегодня там живет всего по несколько человек, так что по дороге на Красную планету вы скорее встретите местную бабушку с ведрами, чем марсоходов. Кстати, космические споры здесь идут и на гастрономическом уровне. В городе Рогачев установлен первый в мире памятник банки сгущенки в фирменных сине-белых цветах. И это породило культовое противостояние. Вся страна делится на два непримиримых лагеря – фанатов рогачевской сгущенки и фанатов глубокской. Этот вечный спор о том, чей бренд правильнее – локальный мем, который по накалу страстей не уступает даже культу драников. Впрочем, удивлять здесь умели во все времена. В Несвежском замке знаменитые князья Радзивиллы когда-то внедрили шпионские технологии, опередившие эпоху. В их парадном зале стоял уникальный стол-лифт. Блюда опускались сквозь пол на кухню, слуги меняли тарелки, и стол поднимался обратно. Сделано это было ради строжайшей конфиденциальности, чтобы князья могли обсуждать великие тайны, не опасаясь ушей прислуги. А спустя века в Витебске зажигал другой гений – художник Марк Шагал. В 1918 году, став комиссаром искусств, он взялся украсить город к революционному празднику. Шагал подошел к делу с размахом, заставил маляров расписать стены, заборы и трамваи зелеными свиньями, летающими коровами и людьми на крышах. Суровые фабричные рабочие и партийные чиновники были в абсолютном ступоре, искренне не понимая, как эти психоделические свиньи приближают мировой пролетариат к коммунизму. Интеллектуальный и культурный бэкграунд этих земель вообще ломает шаблоны. Ведь именно Беларусь во времена СССР удерживала неофициальный статус главной IT-песочницы, где создавали больше половины всех советских компьютеров. А еще это родина книжных первопроходцев. В 1517 году Франциск Скорина печатал здесь одну из первых в Европе Библий на национальном языке. Сам язык, к слову, официально признан одним из самых мелодичных в мире, уступая лишь итальянскому. В нем даже есть уникальная буква «У». И нет, это не просто «У» с галочкой, а гордая «У» краткая, которой в Полоцке поставили целый памятник. Да что там язык, эта земля подарила миру сразу 5 выдающихся лидеров Израиля, включая легендарного Шимона Переса. И даже если вы никогда здесь не были, вы, скорее всего, хоть раз додержали в руках частичку этой страны, потому что европейская валюта, евро, печатается из местного сырья. Европейские фабрики закупают отходы производства знаменитого белорусского льна для создания сверхпрочной бумаги высшего качества. Так что в некоторых европейских документах и ценных бумагах есть прямая связь с белорусскими полями. Завершая наше путешествие, стоит упомянуть о главных праздниках. День независимости здесь отмечают 3 июля, и он никак не связан с распадом Союза. Это дата освобождения Минска от немецкой оккупации в 1944 году. Ну а Новый год принято встречать в усадьбе Деда Мороза в Беловежской пуще. Правда, праздник проходит в звенящей тишине, потому что там строжайше запрещены любые фейерверки и петарды, чтобы не тревожить зимний сон медведей и зубров. К такому лесному сну располагает сама погода. Климат здесь умеренно континентальный и очень мягкий. Зимой средняя температура редко опускается ниже минус 5-8 градусов, так что замерзнуть до костей не получится. Лето тоже комфортное, в среднем около приятных 18 градусов. Да, летние месяцы и осень частенько бывают дождливыми, мы же помним про объемы местных болот, но в остальном страна идеальна для туризма в любой сезон. Если после всего услышанного вы решите приехать сюда туристом, запомните 3 железных правила. Не курите в общественных местах, забудьте про алкоголь вне летних террас кафе и... учитывайте, что здесь существует официальный список объектов, которые строго запрещено снимать. Поэтому лучше не искать красивый ракурс и не задерживаться с камерой, к примеру, у здания КГБ в центре Минска. Во всем остальном это страна невероятных контрастов, которая умеет удивлять как под землей, так и на небесах.